Братишки и сестренки, друзья и зрители моего канала. 13 апреля нас будет ожидать новое обновление под названием «Сияющие дебри», что привнесет нам оружейную, где мы сможем посмотреть все возможные билды Альбиона и их рейтинг отыгрыша. Новую карту Кристальной арены, новый режим арены 1 на 1, изменения боевых скакунов, механики смятения и масштабных сражений. Но самое главное, в основе Сияющих дебрей лежит визуальное обновление открытого мира, что вносят значительные технические улучшения и улучшение производительности. Данный ролик будет основан на подборке статьи с официального сайта и прямой премьерной трансляции с Твича, что должна была нам показать новый визуал и производительность, которая по сути субъективно была ложкой дегтя, а не премьерой. Полноценный наглядный обзор нового обновления и его изменений, конечно же с новым балансом, уже находится в работе, и я выпущу его в ближайшее время со всеми грядущими изменениями, которые мы с вами потрогаем, так сказать. Всем позитивного времени суток, вы на канале Wolflove, устраивайтесь поудобнее и мы начинаем. Yeah, like it just stands out so much more now. Братишки и сестренки, новое визуальное обновление Альбиона на премьерной трансляции на Твиче, что проводили разработчики, просто порвало мой внутренний мир, оставив массу эмоций и вау-эффекта. Это было так круто, что впечатлит даже самых закоренелых скептиков. Хотел бы я так сказать, но, к сожалению, субъективно это был трэш. Нам показали немного скринов и то, как они освещали некоторые локации, играя со светом, коррекцией контраста, так и не показав каких-либо погодных условий. Не говоря уже о живой картинке. А были все те же вставки и скрины, что я показывал вам в предыдущем ролике с дневников разрабов, добавив пару новых скринов и 3 кат-сцены или гифки. Из новой информации ничего не было слышно. Затем, как с причмокиванием ведущие облизывали новое обновление и то, насколько оно будет крутым. Ну и еще узнали, что Робин будет пить шампанское дома, отмечая это дело. Я выражаю свое мнение и свой взгляд на подачу и трансляцию с Твича. Кому охота, добро пожаловать в комментарии, где вы сможете поныть на нытье. Буду признателен. С остальными буду рад обсудить ваши мысли и впечатления от грядущего обновления, что я вам сейчас покажу. Что нам показали нового за полчаса моей жизни, что я там профакал. И все 1,5 часа трансляции я ужал до 8 минут. Потому весь негативный отзыв заканчивается на весьма хреновой премьере обновления с Твича. Как говорю часто в своих роликах, критикуй, равно предлагай. Картинки, что показали на премьерной трансляции, могли заменить на ту же пробежку по тестовому серваку, как вы видите на экране сейчас. Что, собственно, я и сделал, показав все наглядно, ожидаемую картинку. Нам, по сути, подкрутили контраст и яркость, что уже заставляет по-новому воспринимать многие игровые моменты. А добавление новых элементов в города и биомы просто оживляет их, заставляя глаз и мозг воспринимать как уже нечто иное и более новое. Если честно, у меня даже кадров видюха немного прибавило, так что слова про оптимизацию действительно не были для красивого словца, что очень приятно, за что спасибо команде разработчиков. И само обновление довольно полезное, с многими прикольными и полезными штуками. Немного изменится вид и HUD настроек. Изменили задний фон доски достижений. Еще не все изменения залиты на тестовый, потому обзорный ролик на обнову будет позже. Также в игре появится отдельная вкладка для геймпада с системой его настройки и калибровки. Добавлено не полностью. В журнале Альбиона появится вкладка «Архив», куда будут перемещены миссии, которые уже нельзя будет выполнять в Альбионе, что является возможным заделом на удаление или ротации существующего контента, о котором говорил Михаил Шван в ролике с ответами на вопросы игроков. Функция оружейная, весьма полезное и эффективное добавление для новичков, что будет показывать не только какие нам нужны будут предметы для той или иной активности, а и возможные наборы способностей, что стоит взять. Описание принципа игры на билде, а также диаграммную сетку с тем, какой урон будет выдавать билд, его эффективность, сколько игроков выжило на данном билде в сражениях, сколько игроков на нем играет на данный момент, сколько хила выдает данный билд, сколько контроля и прочие показатели, в зависимости от выбранной вами активности. По сути, ролики с билдами и гайдами на разных платформах должны будут повысить свою информативность, чтобы тягаться с конкурентом в лице Альбиона.
Одна из причин, по которым я хотел бы похвалить новое обновление, так это за улучшение производительности. Это обновление включает ряд технических улучшений, призванных сделать игровой процесс более плавным, особенно во время крупных сражений. Внесены значительные изменения в обработку данных клиентам, что снижает нагрузку на КПУ и уменьшает просадки FPS и подвисания в требовательных игровых ситуациях. Я имею в виду ЗВЗ. Теперь еще больше систем используют асинхронную загрузку, что позволяет клиенту более эффективно обрабатывать эффекты заклинаний и другие визуальные эффекты. Также были пересмотрены и оптимизированы сотни визуальных эффектов, а улучшения лимитера VFX помогают сохранять бои более плавными и стабильными во время напряженных столкновений. HUD монитора производительности также включает индикатор потери пакетов, позволяя лучше отслеживать состояние вашего соединения. Все эти изменения закладывают основу для дальнейших улучшений производительности в будущих обновлениях. К сожалению, в данный момент я не могу вам показать, как именно были изменены и переработаны визуальные эффекты оружия. Не все изменения залиты и добавлены на тест-сервер. Да и времени объективно это займет довольно много. Будет сюрпризом в дальнейшем. Приятным или нет, каждый будет решать для себя сам. При открытии сундуков и лута мы теперь видим полностью весь лут и сразу сможем ухватить что-то ценное и на тапок. Без скроллинга всего перечня содержимого. Добавлена арена 1 на 1, что состоит из 3 матчей между игроками. Нам нужно победить противника. Наша палатка не хилит, палатка противника не наносит нам урон. При длительном отсутствии урона мы восстанавливаем себе здоровье, однако вечно кайтить не выйдет. Когда выходит отведенное для боя время, арена начинает заполняться ядом, тем самым сталкивая противников друг с другом. Аналог врат ада. И на данный момент это все, что я могу показать вам в этом ознакомительном ролике. Полный обзор выйдет на канале в ближайшее время. Пишите свои вопросы, предложения и дополнения в комментариях, а можем там с вами, как всегда, пообщаться или что-то обсудить. К примеру, как вам новый режим арены и ваши впечатления от новой картинки, которой встретит нас Альбион. Как всегда, отвечаю на все комментарии. Оценивать же данную работу своим всепродвигающим лайком или же нет, решать только вам, как и подписка на канал. Приятной нам игры и только позитива в процессе. Всех братишек и сестренок по-братски обнял и приподнял. До новых встреч!